На одну зарплату на такси не разъездишься. Пожалуйста, 100 штук только подряд. О! Кто возьмет билетов пачку, тот получит... Водокачку. Бросьте свою дурацкую агитацию. Я покупаю билеты не ради выигрыша. Ради чего? Газеты надо читать. А что? Распространите среди жильцов нашего ЖЭКа. А если не будут брать, отключим газ. Его жизнь сложилась в цепь удивительных событий. Уроженец глухого малороссийского местечка Георгий Светланин проделал путь от императорского юнги до звезды советского экрана. Карьеру он начал провинциальным артистом, а по прошествии лет дослужился до импровизированного звания «Король эпизода». Георгий Данилович появился на свет в феврале 1895 года в Полтавской губернии. В церковной метрике он был записан как Григорий Данилович Пеньковский и оставался под этим именем и фамилией еще лет 30. В начале 20 века отец мальчика, герой русско-турецкой кампании, нес службу в роте дворцовых гренадеров в Санкт-Петербурге. В городе на Неве, куда вслед за Данилой Пеньковским перебрались его многочисленные домочадцы, маленький Гриша сделал свои первые шаги в большую жизнь. В 1903 году мальчика определили в школу юнг при гвардейском экипаже. Гардемарин оказался на редкость способным. Усердие и талант юнги к морскому делу были замечены лично Николаем II. И вскоре на 2 навигационных сезона он был зачислен в экипаж царской яхты «Штандарт». На «Штандарте» жизнерадостный и шустрый паренек познакомился с членами императорской фамилии и лично с последним всероссийским самодержцем Николаем II. В 1911 году Пеньковский блестяще завершил обучение в корпусе, еще какое-то время оставался там на должности инструктора. Однако юноше не суждено было долго носить морскую форму. Тяга к искусству взяла верх. Помимо актерского дарования, молодой человек обладал незаурядными музыкальными способностями. Он окончил дирижерские курсы, подрабатывал скрипачом в симфоническом оркестре, исполнял обязанности регента и преподавал хореографию. В 1918 году Григорий впервые вышел на подмостки уездных театров. Отыграв пару сезонов, начинающий актер обосновался в Москве и по рекомендации Всеволода Мирхольда был принят в театральный институт имени Луначарского, будущий ГИТИС. Студентом Григорий совмещал работу сразу в 2 столичных труппах – в Театре революционной сатиры и в Первом передвижном театре миниатюр. В 1922 году вместе с институтским дипломом он получил распределение в Московский театр эстрады, где играл более 15 лет. Фильмы. Советским телезрителям артист Григорий Пеньковский стал известен уже под псевдонимом Георгия Светлани. Его дебютной киноработой была эпизодическая роль крестьянина Морозова в экранизации романа Максима Горького «Дело Артамоновых». По трагическому стечению обстоятельств, первый съемочный день совпал с началом Великой Отечественной войны. Петр Ильич, Алексей Ильич, Наталья Севна, мы довольны. Петр, ведь я 4 царей пережил. Это я говорю, Морозов. У Артамоновых забота о людях барская. Правильно. Выпить надо. Веселье от всех бед спасения. А то ведь вот больных много. Во многих картинах время нахождения актера в кадре оказывалось настолько мизерным, что его даже не указывали в титрах. В середине 50-х в спортивной драме «Чемпион мира» у Светлани наконец появилась возможность поработать перед камерой чуть подольше. Его пожилой колхозник даже произнес несколько развернутых реплик. Теперь о нашем колхозе, везде будут знать. Ох, Ну ты как, Илья, на лопатки клал или по очкам изводил? На лопатки, Потапыч. Правда, последний сибиряк здоровый попал. Еле совладал. Ой, весь эффект испортил. Ты же мне мероприятие срывал. Раз мероприятие, то молчу. Товарищи, спасибо за встречу. Ребята, чемпиону! Ура! Десятилетия спустя артист промелькнул в сатирическом киноальманахе «Фитиль». В сериях постоянно прописанной вежливость он сыграл некоего папашу. Чадочка, нелегко подняться. Дом, хозяйство, все продать надо. И старик все хворает, кашлем мучается. Кашлем? Это хорошо. Хорошо, что приехали. Медобслуживание у нас столичное. Как бы вас не стеснить. Что вы, мамаша, что вы? В тесноте да не в обиде. Позвольте я, папаша. Да до трава это донесу. Какой трамвай? Мы вас на такси. На такси. Светлане удалось поработать со многими ведущими режиссерами Советского Союза. В 1965-м на небольшую роль его утвердил Георгий Данелия. В комедии «33» актер перевоплотился в Митрича, рядового служащего на заводе безалкогольных напитков. А сейчас я шагаю по Москве в исполнении хора завода безалкогольных напитков.
шагаю по Москве, и я пройти еще могу. Георгия Даниловича высоко ценил Леонид Гайдай, пригласивший артиста в несколько своих проектов. В «Кавказской пленнице» Светлане очень колоритно изобразил старичка у пивной бочки. Именно ему трус в исполнении Георгия Вицина по рассеянности передает кружку пенного напитка. Жить, как говорится, хорошо. А хорошо жить еще лучше. В «Бриллиантовой руке» героем актера становится безымянный член Дома управления в соломенной шляпе. Образ невысокого худощавого общественника комично контрастировал с мощной фигурой управдома в лице неподражаемой Нонны Мордюковой. Ты должен пойти и признаться сам. Сам. В чем? В измене. Еще раз Светлане сотрудничал с Гайдаем во время экранизации 3 рассказов Михаила Зощенко под общим названием «Не может быть». Он вновь примерил на себя облик старого выпивохи в новелле «Преступление и наказание». Губит людей не пиво, губит людей вода. Единственная главная роль нашла артиста в 1970-м. Публика узнала Георгия Даниловича в разговорчивом массажисте дяде Володе в ленте «Спорт, спорт, спорт». Вот только голос на пленке принадлежал не Светлане, а Ролану Быкову. А ты чего? Да что, братцы, спортом пришли заниматься, так должны удовольствие получать. Я как всегда говорю, любишь кататься, люби и саночки возить. Терпение и труд, вот увидишь, все перетрут. Хочешь рыбку съесть, должен в воду лезть. Вот, к примеру, сказать: Павлик, ты перестань, сколько можно? После 70-х актер продолжил сниматься в образах возрастных персонажей. Так в мелодраме «Гончарный круг» он сыграл деда Александра. В 2 последних сериях «Каникул Кроша» актер исполнил очередную роль второго плана. Его Федосий Викентьевич – старый реставратор и копиист, изготавливающий фигуры Нецке. Такие вот копии могут выдаваться за подлинники? Не скажите. Подлинник – это подлинник, копия – это копия. Законное дело. Вот сплошь и рядом, куда не придешь. Что увидишь? Медведей шишинских. Так что ж-то? Подделка? Нет. Извините. Последняя работа артиста ювелир Кузнецов в детективе ТАСС уполномочен заявить. Приключенческая картина вышла в прокат в 1984-м. Серьги бриллиантовые в золоте на платиновой основе представляют собой уникальное произведение ювелирного искусства. Совершенно очевидно, что выработаны они не в СССР, ибо как золото, так и платина имеет явное выражение примеси серебра. Личная жизнь. Георгий Данилович был женат. В 1925 году у супругов родилась долгожданная дочь Светлана. В ее честь счастливый отец начал представляться Светланиным. Впоследствии новая фамилия претерпела небольшое изменение, потеряв последнюю букву. Так появился необычный запоминающийся псевдоним. Имя артист менять не собирался. Виной всему стала путаница в документах, когда с легкой руки делопроизводителя Григория нарекли Георгием. До глубокой старости актер продолжал сниматься, выступать на концертах и давать интервью. Он отошел в мир иной в марте 1983-го. Короля эпизода похоронили рядом с супругой на Ваганьковском кладбище Москвы.